Супер игра «Включи дрель за 30 секунд» и получи суперприз, возможность насверлить отверстие. Вы проиграли. Время мотать провода. Ребят, всем привет! Сегодня займусь облегчением и упрощением каждодневного труда в своей мастерской. Поехали! Знакомая картина, не правда ли? В каждом своем новом проекте я использую большое количество инструмента, который постоянно попеременно используется. То есть каждый раз я не сматываю и не убираю его куда-то на полочку. Он лежит у меня аккуратно, допустим, в одном месте. Но все это приводит к такой картине. Сейчас это все довольно-таки еще аккуратно, но через день, через два, когда постоянно пользуешься то одним, то другим, эти все провода перекручиваются, спутываются. Приходится играть постоянно в какие-то угадалки. То есть угадает, какого инструмента этот штекер. И не всегда получается угадать это с первого раза. Можно, конечно, сделать сюда бирки. Ребята делают в интернете. С одной стороны, кажется, что это облегчит задачу, но это не решает главную проблему. Вот эту всю кучу проводов, которые меня лично, ребят, уже достали. Они мешают не только при работе, но также при хранении инструмента. Каждый раз, когда мы достаем, нужно размотать. А чтобы положить аккуратно инструмент, чтобы все эти провода не торчали, нужно каждый раз аккуратно все это дело вот так намотать, допустим. Это касается любого инструмента. И представьте, сколько мы времени просто тратим впустую, мотая эти провода туда-сюда. Иногда мне просто лень этим заниматься. И я бросаю инструмент как есть с проводами. Все это дело здесь спутывается. Очень мешает и порядком достало меня. Так что сегодня будем побеждать эту медузу Горгона. То запомним картину до. Все это дело выглядело вот так. Я долго, ребят, думал над этой проблемой и для себя нашел такой выход. Заказал с Китая вот такие разъемные соединения, типа папа-мама. Здесь штекер и ответная часть типа розеточки. Все это дело защелкивается, фиксируется и при необходимости очень легко разъединяется. Соединение получается очень надежным. Вот эта часть встраивается в сам инструмент, обрезается провод и встраивается в корпус. Подключается ноль, фаза и заземление, если там это предусмотрено. А из этой части делается переноска. Одна-две, сколько вам нужно в мастерской. Здесь тоже все очень просто подключается, фаза 0 и заземление, если предусмотрено. Собирается все обратно, также легко. Здесь зажимается провод. При закручивании стягивается вот эта часть. И провод фиксируется намертво. Я для себя заказал 3 штекера. Сделаю себе 3 переноски в мастерской. И пока для начала заказал 10 таких розеток. Я их немножко уже переделал под себя. Здесь была такая квадратная часть. Она нужна для фиксирования в определенной плоскости. Мне она будет мешать, поэтому я везде ее сточил. Так что, ребята, давайте приступим и переделаем весь инструмент на такие соединения. Начну с болгарки. Отключил. Вроде как бы здесь есть место. Здесь диаметр 23 миллиметра получается. Попробую расточить бормашинкой. Внедрили. Можно вклеить на эпоксидную смолу, а потом лишнее тоже все обточить. Припаял провода. Теперь можно фиксировать в корпусе. Размешиваю эпоксидную смолу и хочу еще вокруг обмотать стеклотканью или попросить у друга, у него есть там кусочки, обрезки карбончика. При размешивании эпоксидки очень важно тщательно собирать со стенок, со дна эпоксидку, чтобы нигде не оставалось неразмешанной. Собирать с палочки, которые размешиваете, и перемешивать с общей массой эпоксидки. Взял отдельные волокна и укрепляю волокнами.
Все благополучно высохло, получается очень качественно. Сейчас обтачиваю, чтобы придать более-менее такой благородный вид, законченный. Болгарочку я уже переделал. Получается, по-моему, замечательно. Ну и сделал одну переноску. Я так понял, мне пока понадобится только одна переноска в мастерской. Больше пока делать не буду. Ну и давайте проверим, как все работает. Подключаем. Все защелкнулось. И держится здесь очень хорошо. Поработали. Отключаем штекер. И убираем куда-нибудь инструмент. И когда опять возникает необходимость, берем. Буквально за секунды подключаем и продолжаем работу. Есть, обточил все. Можно приступать переделывать весь инструмент. Разобрал шлифмашинку. Здесь мы уже вклеиваем немножко другим образом. Нужно будет вмонтировать только в одну половину, чтобы у нас была возможность при необходимости разбирать инструмент, делать ему ревизию, чистку или ремонтировать. Абсолютно точно таким же образом поступаем со всем инструментом, корпус которого состоит из двух половин. Сначала везде отсоединю провода, потом соберу обратно. И уже в собранном виде подгоню размер отверстия под розеточки. Надо будет также вот эти места аккуратно удалить бормашинкой. Они будут немножко мешать. Эпоксидка затвердела, все очень жестко здесь держится. И сейчас лишнее обработаю бормашинкой. Так, испытаем. Так легко. Класс. Супер просто. Просто фантастика. Ха-ха. Вы теперь свободны. Все это кажется очень необычным, но потом понимаешь, насколько это удобно и насколько круто, когда весь инструмент без проводов. Буквально за секунды берешь, подключаешь, поработал, отставил, взял, что тебе нужно. Раз,
Просто волшебно. Соединение тут, ребят, очень крепкое. Оно само не отключится никогда. Оно защелкивается и фиксируется здесь. А когда нужно снять, легонько отодвигайте на себя, поворот и все. Разъединение. Фантастика. Неужели теперь ничего не будет путаться у меня в мастерской? Пока у меня одна переносочка, друзья. Там, где у меня стол, там, где я всегда работаю, длина ее примерно 2 метра. Но хочу сделать еще. Одну я сделаю длинную, чтобы доставать в любой угол в мастерской, чтобы она вытягивалась на улицу. А еще одну я сделаю специально для того, чтобы ездить на монтаж, то есть чтобы брать ее с собой. Заказал я себе еще 10 таких штук, так как инструмента у меня гораздо больше и на все мне не хватило. И также на всякий случай еще таких 3 штуки на будущее. Это просто волшебство какое-то, друзья. Но один провод все-таки у нас остался. По сравнению с вот этим количеством, это просто ничто. Выбрасывать я их, конечно, не буду. Они мне пригодятся в других проектах. Короче, победа, друзья. Действительно станет удобнее работать. Ну все, ребят, наконец-таки я закончил такой текущий проектик. Просто уже невыносимо было бороться с этими проводами. Очень хотелось упростить себе каждодневную работу и жизнь в мастерской. И у меня это получилось на 100%. Сделал я это быстро за 3 вечера. Помимо основной работы, я вечером уделял внимание инструменту. И сами видите, что у меня вышло. Получилось просто супер. Появилась какая-то свобода действий. Также очень компактно и аккуратно теперь будет храниться этот инструмент. Ничего не будет запутываться. В общем, для меня сплошные плюсы. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Ставьте лайк, кому понравилось. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. А у меня на этом все. Всем пока, друзья. До новых встреч.